Друзья, всем привет! 28 апреля 2015 года от инфаркта скончался музыкант, участник первого состава группы А-студио Батырхан Шукенов. Ему было всего 52 года. Как говорил Димаш Кудайберген, он часто слушает песни Батырхана, поет его песни и дома, и на концертах. Песня «Грешная страсть», ранее исполняемая Батырханом, по праву является одной из лучших в репертуаре Димаша Кудайбергена. Дай мне огнем пылать во мгле и в ненастье. На новой волне с этой песней он произвел настоящий фурор. Впервые выступив на сцене конкурса молодых исполнителей, наш любимый артист сорвал бурные овации всего зала и звезд эстрады. Ему аплодировали стоя. Под аккомпанемент Байгали Серкибаева Димаш исполнил песню группы А-студио «Грешная страсть». После выступления на сцену к артисту выбежали фанаты. На съемках Idol Hits самой любимой песней Димаш назвал композицию «Сафым Дуние» Батырхана Шукенова из альбома «Отанана» 2006 года. Батырхан Шукенов – великий музыкант. Он поднял на международный уровень казахстанскую эстраду. Батырхан – это талант, путеводная звезда и пример, к которому должны стремиться наши молодые музыканты, говорит народная артистка РК Роза Рымбаева. С раннего возраста Батыр увлекался музыкой, а когда ему исполнилось 12, хобби переросло в нечто большее. Поначалу юноша не мог решить, какой инструмент ему освоить, но со временем отдал предпочтение гитаре. Получив аттестат, парень принял решение переехать в Ленинград. Благодаря внушительной музыкальной практике ему не составило труда впечатлить приемную комиссию Университета культуры имени Крупской. Пополнив ряды студентов, Шукенов освоил второй инструмент – саксофон. На протяжении 2 лет парень совершенствовал свои навыки, а в 1981 году поступил в консерваторию в Алма-Ате. Несмотря на то, что у молодого человека уже был опыт обучения в профильном вузе, программа консерватории оказалась куда более сложной. Впоследствии Батыр признавался журналистам, что в те времена аудитории были заполнены студентами, которые жаждали получить новые знания. Именно поэтому преподаватели просто заваливали заданиями своих учеников, чтобы отсеять тех, кто был настроен несерьезно. Времени на развлечения у парня не было, ведь учиться приходилось практически сутками. Несмотря на серьезную занятость, он все же находил время на то, чтобы немного подзаработать в местных кафе и ресторанах. Однажды Шукенову посчастливилось познакомиться с известным в Советском Союзе джазовым исполнителем Георгием Метаксой. Певца впечатлил талант юноши, и он предложил выступить дуэтом. Благодаря случайной встрече Шукенову открылся мир настоящего взрослого джаза. В судьбоносный день, когда парню предложили стать участником музыкального коллектива «Арай», его жизнь изменилась. Во-первых, он приобрел первый серьезный опыт в выступлениях на сцене, а во-вторых, в следующем году заслужил звание лауреата 7-го всесоюзного конкурса артистов эстрады. А-студио прославилась группа благодаря всемирно известной композиции «Джулия». Изначально над ее записью работал Филипп Киркоров, но тогда его еще будущая жена Алла Пугачева буквально вырвала у приятеля песню и отдала ее Батыру, благодаря которой певца ждал первый крупный успех. В общей сложности Шукенов выступал с А-студио 13 долгих лет, пока в 2000 году не покинул коллектив. Как позже он заявил, я просто-напросто исчерпал себя, поэтому отправился в свободное плавание. Кроме всего прочего, между ребятами были натянутые отношения, так как Батыра курировала сама Пугачева. Частенько певец был лицом коллектива, в то время как все остальные играли роль незначительных помощников.
Ребятам приходилось терпеть все это, ведь они понимали, что без опеки Примадонны им не удастся взлететь на музыкальный Олимп. Осенью 2002-го известный исполнитель презентовал всему миру свой сольный альбом «Отан Ана», который был исполнен на родном языке. В альбом вошло 10 треков и один замечательный клип на композицию «Отан Ана», снятый при помощи московского режиссера. Всем большой рахмет за внимание!